Всем привет, и это мистер Ритл, который хайпует. Ага, угу. И сегодня, как вы уже поняли по названию этого видео, речь пойдет о моих питомцах. Да, сегодня мы с вами поговорим о животных, которые живут у нас дома, о наших собачках, кошках, птицах. Боже мой, я говорю, как будто у нас столько много животных. На самом деле у меня всего 3 питомца, и сегодня мы с вами поговорим о них, как мы за ними ухаживаем, чем их кормим, как вообще жизнь с этими питомцами. И да, если вам интересна эта тема, то оставайтесь вместе со мной, ну а мы начинаем. Первое, о ком я хочу поговорить, и это первый питомец, который появился в нашей семье еще 2 года назад, и это наша собачка Асти. Ей сейчас уже 2 года, она породы Бигль, соответственно, она не очень большая, но и не супер миниатюрная. Сама Асти достаточно противная собака, если можно так сказать, но вообще на самом деле у нас все такие животные, потому что у нас просто такая семья, и каким-то образом животные точно такие же. В общем, да, Асти не слушается, бегает туда-сюда, но с ней очень весело и прикольно, да. Асти мы приобрели еще, когда она была очень-очень маленькая, меня тогда дома не было, я была в России, и она была такой крошечкой просто, и сейчас такая большая просто, я не могу, как же быстро летит время, да, хоть... И она и противная, иногда очень сильно достает, мы все равно ее очень-очень сильно любим, и я реально очень сильно рада, что у нас появился такой прекрасный питомец в нашем доме. Как мы за ней ухаживаем, где-то, наверное, раз в месяц мы ее хорошо моем, прям шампунем, чистенько, чтобы она не воняла. Также мы ее часто отвозим на море для того, чтобы она купалась, чтобы ее шерстка опять же прочищалась. И также корм. Чем мы ее кормим? Мы ее кормим обычным кормом для собак, только заливаем его всегда водой. Кстати, если кого интересует, почему мы все время наш корм заливаем водой, это для того, чтобы у Асти не образовались камни в ее почках, потому что иногда она не очень много пьет воды, и как бы если она будет много сухого есть, то, соответственно, это попадет в ее почки и будет как камни. Так что мы смешиваем водой, чтобы ей было мягче это есть, и чтобы оно легче переваривалось. Вот так вот, да. Вообще советую всем, у кого собаки, кошки, вот так вот делать, потому что так вы совмещаете приятное с полезным. Так, знаете, и водичку дали, и еду дали, да. Что еще сказать про Асти, это то, что она очень милая, прикольная, и... Да, на самом деле, как бы не самая послушная порода собак, потому что бигли, в принципе, не очень послушные, но если вы хотите себе веселого питомца, то обязательно возьмите себе собачку, потому что с ней никогда не скучно, да. Вторая, о ком я поговорю, это наша кошка Мали. Точно не уверена, какая она порода, вставлю сейчас название, но она очень красивая. Вот серьезно. Я не знаю, как у нас так получилось, но у нас просто все питомцы очень красивые. Не знаю, может, это мне, конечно, кажется, типа, потому что они наши, но серьезно, все такие красотки, и Мали тоже очень-очень красивая. Нам она досталась, получается, бесплатно. Какой-то вечер, я помню, мама просто зашла в группу, в которой раздавали котенков, и увидела ее, и такая: хочешь котенка? Я такая: ну давай, почему бы и нет. И мама просто съездила и взяла этого котенка. И теперь он живет вместе с нами. Но Мали уже не котенок, да, она уже мамаша, просто такая огромнейшая лосина, да, можно так сказать. Но тогда, помню, она была такой маленькой, такой крошкой вместе с Асти, росла, и просто такая милота была, серьезно. Ну ладно, возвращаемся к нашей теме. Мали. Ей год, чуть больше года сейчас. Она уже успела 1 раз родить, но ее котят мы раздали по разным домам, потому что, все-таки, понимаете, заботиться за одной кошкой, либо за 4 котятами и за одной кошкой, да, это как бы большая разница, плюс они будут расти, нужно будет больше корма, больше присматривать, и, короче, мы решили раздать им тем
кто хотят, а Мали оставить себе. Мали, мы также за ней очень хорошо ухаживаем, моем ее, даем ей корм, специальный такой, знаете, дорогой, для того, чтобы у нее шерстка была красивая, потому что как только покупаешь какой-то дешевый, то у нее сразу ее шерстка становится не в очень хорошем состоянии, так что она ест хороший вкусный покупной корм, да. Еще что хочу сказать, это то, что все наши питомцы живут на улице, кроме одного последнего, о котором я поговорю сейчас. И Мали, и Асти живут на улице, потому что на улице гораздо больше у них свободы. Асти может бегать по нашему дому, там вокруг дома. Мали выходит по другим домам гуляет. И как бы обе возвращаются, обе послушные, ну, Асти не совсем, но Мали всегда возвращается домой еще с раннего возраста, она уходила, но всегда приходила, причем на голос мамин, мама кричала Мали, и Мали сразу приходила, вот такая вот у нас хорошенькая, да. Ну и последнее, о котором я поговорю, это наша, не знаю, в общем, попугайчик наш, зовут его Рама, Романольд, Ромашка, Рома, Лома, в общем, куча имен, и мы, честно, не знаем, мальчик это или девочка, потому что у попугаев это очень-очень сложно проверить, так что давайте его назвать все-таки мальчиком, да, и, как я уже сказала, два наших предыдущих животных жили на улице, а вот птица, попугай, живет у нас в доме в клетке, да, но мы его по несколько раз в день выпускаем, чтобы он летал по дому, там, знаете, все просматривал, освобождался, в общем. Рама у нас очень красивый попугай, у которого очень интересная история. Попал он к нам просто, знаете, можно сказать, по случайности, потому что он просто сидел на улице у нас на дереве, и мама вышла, дала ему манго, и все. И он в нашем доме, да. Рама, так же, как и все остальные питомцы, очень интересные, серьезно, как я уже сказала, все у нас немного странные в нашей семье, и питомцы точно такие же. Рама очень чудной, очень смешной, и просто идеально нам подходит, очень красивый, такой, знаете, не скажу то, что умно послушный, но если его позовешь, то он прилетит. Да, разговаривать он еще не умеет, но мы хотим его научить, потому что, в принципе, это возможно. Кстати, Рама у нас достаточно такой, знаете, большой, он среднячок, среднего размера, не очень прям, знаете, маленький, как волнистые там попугайчики эти, но и небольшой, как огромный Макао, понимаете, как бы, ну, такой обычненький, миленький, и, да, мы его очень сильно любим. В общем, вот и да, вот такое вот видео у нас с вами получилось, не самое, знаете, образовательное, как обычно, но просто хотелось вам рассказать побольше о моей жизни, и я уверена, то, что многим из вас это было интересно, потому что реально очень часто в комментариях задают, типа, таких вопросов о наших питомцах, и вот я решила отдельно сразу снять его. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И да, напишите в комментариях, какие у вас есть питомцы, как вы за ними ухаживаете. Да, и в принципе вот и все. Всех целую. До скорой встречи и... Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to